Знакомство с двумя китаянками. Анализ истории. Читатель попросил проанализировать знакомство с двумя китаянками. И что-то в этой истории не так. Наш парень и две китаянки, учительница и бизнес-вумен. Несколько лет назад ко мне обратился с вопросом читатель, спросил мнение про его знакомство с двумя девушками из Китая. Одна работает учительницей, у другой свой бизнес. По всей видимости, у нее тоже были сомнения, и поэтому он решил посоветоваться. Сразу скажу, история 3 лет недавности, мирные доковидные годы. Сейчас ту жизнь мы называем старыми добрыми временами. С девушкой и мужчиной познакомились на азиатском сайте знакомств. Знакомство дистанционное, в реале с ней встречались, все общение по скайпу. Одна работает в школе, у другой какой-то бизнес. Обе готовы переехать на ПМЖ в Россию. Мужчина работает в строительстве, прораб. Зарплата в районе 100 тысяч рублей. Живет в крупном городе в Сибири. Информацию даю все, что рассказали мне. У меня возникло много вопросов, так что разговор будет серьезным. Знакомство с учительницей из Китая. Итак, китайская учительница. Учитель в России и в Азии – это совершенно разные уровни, как Lamborghini и Жигули. Там учитель – жизнь, тут – существование. Если нашего учителя что-то не устраивает, ему советуют не докучать мелочными просьбами, а идти в бизнес. В Азии подобное предложение будет выглядеть насмешкой, потому что там учитель – это прежде всего престиж. В данном случае мы видим отголоски конфуцианской морали. Тысячи лет образования любому китайцу, вьетнамцу или японцу обеспечивал социальный лифт. Именно поэтому азиаты учатся, что есть сил. Очевидно, что и зарплаты у работников сферы образования в странах Азии выше среднего. Конечно, далеко не все богачи и на работу ездят на Лексусе, но все же, с подработками тоже нет проблем. Хорошему учителю очередь желающих дать детям дополнительные знания. И вот учительница, у которой по исходным данным должны быть статус и доход, решает переехать в страну, где ее навыки никому не нужны. Она и сможет разве что репетиторствовать, но не преподавать. Причем применимость ее навыков в России лишь теория. Наверняка она не знает, лишь надеется. Нам ничего не известно про ее специализацию. А если это применимо только в Китае отрасль? Например, китайский поэт 6 века. Кому это нужно тут? Или она рассчитывает найти работу китайско-российской компании? Она погуглила город, в котором живет новый российский знакомый и решил, что найдет там работу? Логичный вопрос. Какие мотивы движут этой женщиной? Почему она решилась на столь странный шаг? Понятно, что мы не знаем, в какой регионе она живет сейчас, сколько заработает, какие у нее обстоятельства. Быть может, она учитель в бедной сельской местности, соответственно, заработок не очень. Потому для нее любая динамика – шаг вперед. Но почему она не переедет в большой город в родной стране? Почему она решается на столь кардинальный шаг, как переезд в другую, да еще не азиатскую и в не самую экономически успешную страну? Быть может, ее квалификация так себе, или внешне она не очень. А может, ей за 25-30, например, что по китайским меркам уже старуха. Таким образом, она оценила совокупность своих данных и решила, что в Китае с его конкуренцией ей ловить нечего. Но тогда возникает вопрос, а что реально она себя представляет? Раз она готова на переезд в неазиатскую страну, значит она в достаточной мере инициативна, открыта и готова к переменам. У нее точно сильный характер. Но почему она не реализует себя в родной стране? И китайцы достаточно мобильные, переезжают из региона в регион. Да, там есть сложность с пропиской, но все реально, тем более для женщины. Ведь с одной стороны, в Китае жесткая конкуренция, но с другой, постоянно растущий рынок, хорошие зарплаты и высокий уровень жизни. В Китае инициативный человек всегда может себя найти. Да и в компаниях работают далеко не одни только во фотомодель. И раз наш товарищ не познакомился, значит она вполне привлекательная, мужчинам нравится. Ей нравится мужчина с европейской же внешностью, так как в Китае живущих там европейцев предостаточно. Китайские школы нанимают учителей из Европы. Почему бы не познакомиться с европейским мужчиной прямо в родном городе? Если она готова на переезд в другую страну, почему в России, а не в Германии или США? Ведь она прекрасно знает, что уровень жизни в России и стран Запада несопоставимы. Ситуация выглядит странной и похожа на бегство. Но в чем причина бегства? Вопросы, вопросы. С другой стороны, жена учительницы – это всегда хорошо. Будет учить россиян китайскому языку. Не придется объяснять ей важность образования, а значит она будет профессионально заниматься с детьми. Знакомство с бизнес-вумен. Вторая история совсем туманная. У женщины есть какое-то свое дело, но она готова оставить и переехать в Россию и начать все заново. Понятно, что мы не знаем, что за бизнес. Просто в Азии иметь свое дело нормально и обычно. Там наличие своего маленького дела не вызывает каких-то особенных эмоций. Опять же, бизнес может быть любым. Лоток с фастфудом у метро. Метро на рынке с чехлами для телефонов. Гигантская фабрика или ферма с 5 наемными работниками. Все это свой бизнес. Масштаб бизнеса нам неизвестен. Но мы точно уверены, что каждый бизнесмен понимает, если у тебя есть какой-то бизнес тут, то сие не значит, что ты сможешь организовать что-то в другой стране. Почему женщина решила все бросить, начать все заново в чужой стране? Если она погуглила, а должна была, она знает про проблемы с деловым климатом в России. Или она рассчитывает организовать что-то совместно с уже живущими в выбранном городе китайцами?
Или планируют заняться импортом чего-то китайского в Россию? Своя страна все же организовала и теперь прорабатывает варианты для релокации? Но почему она не просто не переедет в город с сильной китайской диаспорой? Ведь для китайцев характерно помогать друг другу. Зачем именно начинать переезд со знакомства? Если ее цель бизнес, она может переехать куда выгоднее для организации бизнеса и уже там при ее желании знакомиться с местными мужчинами. Жену бизнес-вумен не выдержит не каждый мужчина, тем более если она китаянка. Разговор за деньги будут круглосуточно. И если, по мнению женщины, мужчина язычно шевелится, она начнет пилить и грызть мозг. Азиатки это тоже делают, не стоит обольщаться. С другой стороны, как раз тот случай, когда жена будет делать своего мужчину. Правда, в таких отношениях нужно не только самому иметь амбиции, но и принимать другого амбициозного человека. Экономическая составляющая знакомства с китаянками. Прежде всего, нужно понимать, что если женщина из Азии планирует переезд в другую страну, ей движут вполне прагматичные мотивы. А уж про китаянок говорят, что у них в голове только деньги. Тем более много вопросов возникает, когда она собралась переезжать в страну, которая явно не славится высоким уровнем жизни. Можно сколько угодно говорить за патриотизм, но цифра – жестокая штука. В благополучные времена у нас спорили, рост экономики России составил 1 или 1,5%. Тем временем, если китайская экономика растет со скоростью менее 5%, начинает разговор, что надо срочно что-то делать. Собственно, 2,3% было только в ковидном 2020 году, а так все больше 6%. В 2007 году экономика Китая выросла на 14,2%, то есть больше, чем экономика России за целое десятилетие. В 2015 году численность среднего класса Китая составила 109 миллионов человек. По этому показателю Китай занял первое место в мире и обогнал США с его 92 миллионами. Тем временем в России средний класс практически исчез. Я думаю, понятно, где возможности больше. Наш товарищ зарабатывает 100 тысяч рублей. Для нас действительно неплохая зарплата, но не для Китая. Таким образом, в нашей истории женщины знакомятся явно не ради денег. Ведь они прекрасно считают, любая азиатка по фото запросто оценит зарплату мужчины. Пустить пыль в глаза не получится. Женщины готовы на понижение своего уровня, даже с учетом того, что в России стоимость жизни меньше, чем в Китае. Хотя тут смотря о чем говорить. Квартиры и образование дешевле в России. Базовая вещь для потребления дешевле в Китае. Опять же, надо понимать, что в Китае обычно работают и мужчины, и женщины. Соответственно, совокупный семейный доход увеличивается. А вот при переезде в Россию наши китаянки поимеют проблемы с поиском работы. Конечно, может быть, что обе женщины из небогатых регионов, они устали от бешеного китайского ритма жизни и особых запросов не имеют. Я предпочитаю язык цифр и не люблю разговоры для бедных. Вот что может быть. А если женщины набрали кредитов и не хотят их отдавать? У них проблемы с законом или мафией. Если проблемы серьезны, переезд в любую другую страну реально может быть решением. Азиатки, политика и национализм. Любые азиаты воспринимают свои народы и страны как более крутые, чем любые другие. Но китайцы на плане видят себя в центре вселенной. То есть в космогонии любого китайца мир вращается вокруг их державы. При этом Россия для них варварская страна. Тут ничего против России, таков Китай. Для китайцев варварская любая страна, что не Китай, но Россия вдвойне. В целом китайцы воспринимают нашу страну как источник ресурсов и рынок сбыта, как дойную корову. Ты уважаешь корову? Это к вопросу вариант сотрудничества, уровень партнерства, и Китай нам поможет. На всех не китайцев жители Срединной империи смотрят свысока. Те же европейцы всегда были для китайцев варварами. Но отношение к жителям СССР испортилось после исторического выступления Хрущева, когда он размечал сталинизм. А их Сталину в Китае до сих пор относятся с уважением. Данная точка условна, но в целом именно на этом этапе наши пути разошлись. С распадом СССР отношение стало только хуже. Китайцы считают, что мы профукали великую страну. Понятно, что про уважение тут речь не идет. Коровы ресурсы, да. Когда лидер Китая Дэн Сяопин, преемник Мао Цзэдуна, начинал реформу, он говорил: не будем меняться, развалимся как СССР. Современные китайцы прекрасно понимают, что их страна за прошедшие годы сделала гигантский скачок, и чрезвычайно этим обстоятельством гордятся. Еще китайцы знают, что Россия ничего подобного не сделала, хотя все возможности были. Стоит помнить, что китайцы весьма политизированы. Конечно, явно оскорбительные вещи на облицо они говорить скорее не станут, но они обо всем знают и помнят. Просто представь, что ты женишься на китаянке, она рожает ваших детей и ведет хозяйство, ты содержишь семью. Тем временем она считает себя принадлежащей к высшей расе уже по праву рождения. Ты для нее варвар. Да, может любимый, но все равно варвар. Причем это знание на уровне всем известной и необсуждаемой данности, наравне с восходом солнца и сменой времен года. Про деятельность составляющей практики делового оборота китайцев с внешним миром будет отдельный материал. На текущий момент для общего представления достаточно. Переезд для азиатки. Азиаты в целом, а китайцы в особенности, на переезд в неазиатскую страну соглашаются только при крайней необходимости. Или бегут от проблем, или в поисках лучшего мира и повышения уровня жизни.
При этом они все равно возвращаются назад при любой возможности. Не всегда в родную страну, но в любимую комфортную Азию, где все вокруг с ними одной расы и потому цивилизованы по определению, где многие вещи понятны на уровне коллективно-бессознательного. Любые азиаты переезд на ПМЖ в неазиатскую страну воспринимают как ссылку варваров, при этом испытывают сильнейший культурный стресс. Достаточно вспомнить актеров-миллионеров типа Джета Ли и Джеки Чана, которые жили в США, но все равно вернулись в азиатские страны. Из США, даже с их деньгами. Тому, если женщины готовы на переезд в Россию, причина у них очень серьезная. И для нас важно понимать побудительные мотивы. Про китаянок и детей. Вполне возможно, что обе женщины в сегодняшней истории разведены, причем дети остались с ними. Стоит знать и понимать. По китайским законам при разводе дети остаются с отцом, а не с матерью, как принято у нас. Логика простая. Поскольку мужчина зарабатывает больше, он может дать детям лучшее будущее. Ребенок остается с матерью только в случае конфликта родителей. Например, если мужчина поймал женщину на измене и генетический анализ показал, что ребенок не его. Или если муж умер. В любом случае в Китае сам факт развода на репутацию женщины бросает несмываемое пятно. Если ребенок остался с ней, а не с отцом, женщина относится как прокаженной или проклятой. И нет, я не преувеличиваю. В Китае женщине выйти замуж второй раз в любом случае очень сложно. А если у женщины умер муж по любой причине, считается, что она плохо о муже заботилась. Или у нее плохая карма. А значит, с ней лучше не иметь ничего общего. Разведенных с прицепом могут не брать на нормальную соответствующую квалификацию работу. Отсюда и может возникнуть готовность на переезд куда угодно. И помним, в исходной информации про знакомство с китаянками, про детей ничего. По личному опыту общения с китаянками они сразу говорят про ребенка. Просто чтобы не терять время, если мужчина не готов принять чужое дитя. И в данной истории ребенка действительно нет или женщина что-то скрывают. А может они бесплодны и дети невозможны в принципе. В Китае стерильным женщинам проблематично выйти замуж. С учетом культа семьи и детей, неспособна на рождение ребенка женщина просто не нужна. Неспособность выносить родить ребенка является поводом для развода. Причем сам процесс вполне может быть скандальным. Женщина славит и в нее будут тыкать пальцем. Родственники мужа могут начать травить ее, вплоть до того, что женщине придется уехать в другой город или страну. А может скрываются какие-то болезни. Проблема домашнего насилия в Азии. Домашнее насилие в странах Азии действительно является проблемой. Тем более в Китае с его традиционными нравами. Это еще одна причина разводов, только в этом случае инициаторы женщины. Для азиаток знакомство с мужчинами-европейцами часто обусловлен именно домашним насилием, которое женщины испытали в прошлых отношениях с местными мужчинами. Все-таки в европейской культуре, в отличие от стран с традиционными нравами, домашнее насилие считается уголовным преступлением. Да и к женщинам отношение принципиально другое. В данном случае мужчине стоит оценивать, какие следы на психике женщины оставил прошлый брак. Вряд ли хорошая идея становиться семейным психологом и годами пытаться вылечить изувеченную психику. Что-нибудь специалисту вообще вряд ли под силу. Я напомню, ты ищешь жену в Азии для построения счастливой семьи, а не для лечения психозов. При том, что развитие психоанализа и семейной психологии в России такое, что многие травмы можно вылечить только в столицах и за очень большие деньги. Психика азиатки. Понятно, что у женщин психики может быть что-то не так, не только из-за плохих прошлых отношений. Бывает, что женщина не столько не хочет, сколько не может построить отношения с мужчиной в родной стороне. Свою лепту могут вносить неприемлемые для человека культурные нормы, стереотипы, особенно воспитание и проблемы в характере. Например, насилие в разных формах могло быть со стороны отца. В Китае традиционный сын – наследник продолжатель семейного дела. В рамках такой парадигмы по-прежнему распространено отношение к дочери как бесполезно тратить семейных ресурсов. Государственная политика «одна семья, один ребенок» приводила к тому, что родители на стадии беременности делали УЗИ. Если ребенок девочка, производили аборт. Государство с такой практикой боролось. Врачам запретили сообщать пол будущего ребенка. Возник пропагандистский лозунг «девочка тоже неплохо». Вообще-то все это проявление махрового гендерного шовинизма. И вот родители ждали сына, но жена родила бесполезную ненужную дочь. Какая же была жизнь у девочки? Какое у нее было детство? Ее воспитали любящие родители или... Потому необходимо подмечать странность поведения женщины. Можно ли назвать ее психику нестабильной? Она тратит эмоциональную энергию на конструктивные или деструктивные цели. Бывает ли у нее продолжительное депрессивное состояние? Ее настроение может оставаться подавленным в течение долгого времени? Характерны ли для нее резкие смены настроения от одного органичного состояния до другого? Случаются ли беспричинные вспышки агрессии? Также стоит понимать, у женщин перепады настроения могут быть вызваны ПМС. Переезд в чужую страну тоже может сопровождаться стрессом. Она может бояться за свое будущее, потому испытывать страх. При некоторой внимательности депрессивное состояние можно заметить даже с учетом сложности перевода. Почему именно для азиатов умение в любой ситуации сохранять лицо может быть проблемой? Потому что они могут считать ниже своего достоинства, сбрасывать пар. Но в один прекрасный момент чаша терпения переполняется, и у человека сносит крышу. То есть важно чувствовать человека. Когда это клиент психиатрической больницы, бежать.
У нее просто плохое настроение, она просто устала, помочь и поговорить. Все плохо или нет? В общем-то, мой анализ получился весьма мрачным. Можно посчитать, что я в принципе негативно воспринимаю знакомство с китаянками, что нет никаких перспектив в отношении с китаянками, особенно в случае переезда сюда к нам. Однако это совсем не так. Прежде всего, у нас для анализа весьма скудные данные. Весь массив данных про 3 человек и их судьбы всего 1 абзац. Я даже не видел фото ни одного из них, а ведь и по одному изображению понять можно много. Потому намеренно сгущаю краски и даю пример для направления из размышлений. Необходимо выключить зов гормонов и отличиться от обаяния прекрасных азиаток, а потом предельно жестко и прагматично анализировать ситуацию. Если ты хочешь полноценную семью без неприятных сюрпризов, тогда неудобных вопросов не существует. Непонимание мотивов таит однозначную угрозу. Закрывая на что-то глаза сейчас, ты прежде всего закрываешь глаза на свое будущее. Чтобы было проще, женщины совершенно не стесняются мыслить расчетливо. Ты втираешь подружке про красивые облака и морской прибой, а она уже мысленно ваших детей отвела в школу. Прекрасный пол очень просто делает то, что многие мужчины считают ниже своего достоинства. Женщины секунду не постесняются поковыряться в грязном белье. Хотя прекрасно понимаю, очень тяжело выключить мозг, если азиатка взялась тебя обольщать, поет тебе райские песни и обещает все на свете. Ведь ты мечтал именно об этом. Но чем больше моментов ты упустишь при знакомстве с женщиной с другой стороны, тем больше неприятных сюрпризов может вылезти впоследствии. И неожиданный ребенок от предыдущего брака точно не самое страшное. Каждый мужчина сам решает, готов ли он принять женщину с чужим ребенком. Но я абсолютно уверен, что информация о наличии такого ребенка должна быть известна заранее. Если неожиданно ты выяснил, что женщина что-то скрывает, сразу должен возникнуть вопрос, о чем еще она умолчала. Лично я считаю, если женщина по любым мотивам скрыла принципиально важную информацию, это крест на отношениях. Так что для тебя важно, выясняй. Четко лови момент, когда твоя азиатская знакомая начинает увиливать от прямого ответа. Это заметно даже с учетом пресловутых сложностей перевода. Не отвечает на прямые вопросы, юлит, лжет, что-то утаивает, нафиг. Я не отменяю романтику. Опять же, мы все просто люди, у каждого в жизни бывает всякое. Не обо всем хочется говорить. Трудности одних ломают, других закаливают. Есть разность культур. Мы отечественных женщин понять не можем, а тут 2 совершенно разные культуры. Об этом всем тоже стоит помнить. Абсолютно точно я утверждаю, что у нас вот все настолько плохо, что тем же китаянкам нет никакого резона переезжать в наши северные края. Речь исключительно про трезвую оценку мотивов. Большинство людей на переезд в другую страну решается не от хорошей жизни. Тем более в страну, которая не имеет имиджа комфортной и богатой. Потому крайне важно понимать мотивацию другого человека. Тем более если женщины с другой стороны, культуры и расы. Так что собирай информацию про твою сладкую азиатку и правильно их интерпретируй. Иначе то, что толкает ее на переезд, впоследствии станет твоей проблемой. Китайское болото. В Азии, даже среди азиатов, распространено мнение, что китаянки самые повернутые на деньгах женщины. Это одна из многих причин, по которым китайские мужчины предпочитают брать в жены вьетнамок и филиппинок. Не намного менее сложными, если можно так выразиться, будут отношения с японками и кореянками, равно как и с женщинами из других развитых стран региона – Тайваня, Сингапура, Малайзии. Также важно знать, в Китае не признается двойное гражданство. При этом, если один из родителей ребенка гражданин КНР, он получает гражданство Китая вне зависимости от места рождения. То есть даже юридически твоя китайская жена и ваш общий ребенок всегда останутся привязаны к своей стране. Я не рассматриваю вариант, когда они откажутся от гражданства КНР в пользу РФ. Для кого-то данный нюанс в плюс, для кого-то в минус. Однако все это важно знать и учитывать в своих планах. Так что с учетом совокупности факторов лучше искать жену в стране попроще. И вероятность создать прочный брак выше, и нервная система целее. Тем не менее, стоит понимать, что сам термин китаянки крайне условен. Уровень жизни в разных регионах страны очень разный. Тем более, если мы сравним северную сельскую глубинку и промышленный кластер южных регионов. Север и юг Китая отличаются языком, обычаями и нравами. Ко всему объединять китайцев в одну кучу тоже неправильно. В Китае проживает огромное количество народов, которые объединяют только гражданство и письмо. В соседних селениях могут понимать письменную речь друг друга, а вот устную говорить на разных языках. Ну и социально-экономическая составляющая. Многие слышали, что разница культур может помешать построению отношений. Но о чем речь? Как и почему? В этом материале на конкретном примере я постарался рассмотреть часть моментов, которые стоит учитывать. Посему здесь всегда правильно говорить направление нашего поиска и оценки результатов, но никак не конкретные точные рекомендации. Возвращаясь к китаянкам, это вариант для желающих заморочиться, амбициозных мужчин, которым некуда девать избыток энергии.